простой 13-летний школьник из Тюмени попал в команду. Стало гораздо некомфортнее играть. То есть, например, мне нужно зафокуситься, у меня какой-то клатч. Просто заходит кто-то, начинает орать, где мои краски, верните их. Прошлая квартира как бы была мне удобнее. Мы переехали из-за того, что там мама с папой вот поругались. Первостепенная твоя задача – это учеба. Я некоторых учителей больше зарабатываю, то есть в свои 13 лет. Привет, меня зовут Даня, мой никнейм Тинки, мне 13 лет, и 2 года назад я поставил себе цель «Хочу попасть в Virtus.pro». Начал вести свой дневник в ТикТоке, и на данный момент я имею 2500 элла. Я из Тюмени, это мой район, где я вырос, живу, провел свое детство. Недавно я подписал контракт с Virtus.pro, попал в состав в Future, но это не означает то, что моя цель на этом заканчивается. Я буду каждый день становиться лучше, чтобы пробиваться на дальнейшую про-сцену. Такой характер, то, что я, например, бы вместо того, как чтобы провел время, там, погулял бы, поиграл там в баскет, я бы пошел, тренировался бы в КС-очку, поиграл бы в Faceit. Если я захочу чего-то добиться, то я сделаю все усилия для этого. Даниил в детстве был очень смышленым ребенком. Он уже в 3 года знал стихотворения все детские, рассказывал «Спокойно, лукоморье, дуб зеленый» и всегда говорил, что он будет президентом, либо депутатом. Мечта раньше была стать этим писателем книг. Вообще мне жестко нравилось писать вот эти книги, рассказы. А потом вот появился компьютер, ну и как-то это пришлось забыть. Со временем, спустя годы, где-то в 5 уже 6 лет, он больше начал увлекаться интернетом. Это моя комната, здесь живу я, тут я сплю вместе со своей плюшевой акулой. Она мне очень нравится. Ее мне привезли родители, когда были в Казани. Здесь также есть мои трофеи и трофеи сестры. Первый кубок, который стоит слева, это мой за плавание, первое место. А остальные кубки — это кубки сестры за танцы, за первые места в основном. Да вообще я перепробовала про секции очень много. Я ходила на плавание, ходила на бокс, ходила на футбол. И сейчас хожу на баскетбол. Ходила еще на шахматы. Но перестала ходить, потому что понял, что я лучше физуку там подкачаю, чем мозги. И начал ходить на баскетбол. Я просто хожу, чтобы мне было по кайфу, не с целью стать каким-то профессионалом. Игрушки все нам купили родители. Но это не мои, это уже такие вот для брата младшего и для моей сестры. На этом столе делает уроки моя сестра, а за вот этим столом уже играю я. У меня стульчик такой обычный офисный, монитор 240 Гц, Acer Nitro. Мне его купил мой папа вместе с компьютером. Он у нас попросил планшет, мы ему подарили на 5-летие планшет, и вот он там начал записывать уже первые свои видео с 5 лет. Эти видео у нас сохранены, они есть. И когда он сейчас их смотрит, он смеется, потому что он также там говорит: вот, подписывайтесь на мой канал, я Даниил, студия, по-моему, вот так он также там говорит. И вот с тех пор у него началось увлечение играми компьютерными. По девайсам у меня, довольно скудненько. У меня FIFA и наши шестые наушники. Я их брал только потому, что хороший микрофон. Коврик у меня Lamzo Energon, на него я заработал сам со стримов. Мне он очень нравится, цепкий, да, прикольный. Мышка у меня Ionova Red Square, мне подарила ее мама на день рождения. Клавиатура у меня Ardor Blade, ее мне тоже купил папа. Она мне на самом деле не нравится, я думаю, я ее скоро заменю. Просто она очень сильно гремит, что мешает тем, кто живет вместе со мной. Это микрофон, который я тоже купил сам, потому что думал, что я буду покупать новые наушники скоро, но не случилось. А сейчас я его не использую, потому что мне довольно часто в комнате шумно. И этот микрофон даже по фильтрам записывает всякие лишние шумы, которые мешают моим тиммейтам зафокуситься. Раньше мы жили в другой квартире, сейчас мы переехали. Я жил в квартире, в которой у меня была отдельная комната, в которой лежали только мои вещи, и никто туда не заходил. Стало гораздо некомфортнее играть, то есть, например, мне нужно зафокуситься, у меня какой-то клатч, просто заходит кто-то, начинает орать, где мои краски, верните их. Прямо у меня вот тут под ухом,
Ну и, соответственно, многие клатчи из-за этого даже проигрывались. Я теперь гораздо реже стримлю, чем раньше, потому что эти тоже шумы мешают во время стримов. Некомфортно зрителям смотреть. Да и мне некомфортно стримить, когда кто-то посторонний на фоне разговаривает. Ну, тут у меня обычный коридор, тут всякие шкафчики, где складывают одежду, рюкзаки. Ну, в общем, все, что можно было быстрее выйти. Если пройти дальше, можно попасть на мою кухню. Здесь мы, в принципе, кушаем, там пьем. И есть еще, помимо кухни моей комнаты, коридора, есть зал. В зале уже находится мама, моя сестра, мой брат. Они тут все спят в одной комнате. Ну, прошлая квартира как бы была мне удобнее, но уютнее, так сказать, по вайбу. Вот это мне как-то больше нравится. Просто после школки идти, рядом много магазинов, там прикольно зайти с друзьями, поболтать возле школы. Здесь телек есть, мой брат на нем часто мультики смотрит, всякие наши семейные фотографии с папой, с мамой. Ну, у меня довольно большая семья. У меня в семье младшая сестра, младший брат, мама, папа и бабушка. Иногда приезжает вот к нам, чтобы вместе погостить, провести время, даже довольно часто, я бы сказала. Сейчас. Ты же сказала, в 5 придешь. Холодно. Ну, ко мне тогда... Здравствуйте, здравствуйте. Я Юля. Мы из Virtus.pro. Тогда ко мне не заходите, ладно? Мы вам Всё. не будем мешать. Он снимал, как он сражается с мечами, видео, и еще у него был бокс, перчатки, и он боксировал на видео. И говорил, подписывайтесь на мой канал. Потом он начал играть, он начал понимать эти игры компьютерные и начал записывать эти игры. И также говорить, что записывайтесь на мою студию, на канал. Мы переехали из-за того, что там мама с папой вот поругались, и поэтому мы теперь живем отдельно. Папа в другой квартире, мы в этой. Когда только случилось, да, сильно грустил, там, плакал. Сейчас нет. Сейчас уже как-то забил. Понял, что это такое каноничное событие, которое должно было произойти и вечно страдать тебе, поэтому нет смысла. Ну, кем родители работают? Мама сейчас просто с документами, а у папы свой небольшой бизнес, так сказать. Мама играет такую роль, то, что как бы больше поддержка такая. Вот я вот это сделал. Он говорит, молодец, круто. Я вот это хочу сделать. Она говорит, да, давай, все будет good. Но иногда просто добавляет так, нет, ты должен в этот день там, уделить время учебе. Про уроки не забывай, часто говорит. Раньше прям, да, сильно рейджила из-за того, что сидела за компом, там выдергивала провод, вот это все. И вот был момент, что-то сижу, 4 утра, играю, она просыпается, попить воды, заходит ко мне и говорит, ты что, сдурел, что ли? Ну и все, я понимаю, ну все, это будет сейчас плохо. Первостепенная твоя задача – это учеба. Это твоя ответственность, зона твоей ответственности. Второе – это твои увлечения, хобби. Это спорт и увлечение играми. То есть, если ты можешь все это расписание свое выстроить так в течение дня, что ты будешь успевать и то хорошо, то пожалуйста. Да, я вот чего-то там уже добился, начал со стримов ей деньги давать. Она говорила, с этого чего, реально получить можно? Я говорю, да, можно. И она уже со временем все меньше и меньше и меньше. Первый раз это случилось, когда вот ему подарили футболку и худи, отправили с Москвы. И со мной вышла на связь администратор и написала мне. Вот тогда я поняла, что у него его увлечение, хобби может перерасти в что-то профессиональное. Вот тогда у нас уже появлялись такие мысли. А сейчас с каждым днем это все укрепляется, эта мысль, потому что он прям горит этим. В последний момент, вот это было неделю назад, я там что-то 5 утра было и сидел, она зашла, она такая, что, играешь? Я говорю, да. Она просто сказала, ложись спать, и все. А папа, это уже прям вот что-то глобально, вот, ну, интересуется киберспортом, он всегда там спрашивает, как вот ты вот это сыграл, сколько ты сегодня там Элла апнул. Пап, например, мне нужен компьютер, он мне взял, купил просто сразу очень довольно мощный компьютер, монитор, вот все, что я попросил. Он очень сильно увлечен мной, киберспортом точнее. Игра пройдет как по нотам и со вкусом, когда Яндекс.Еда под рукой. Заказывайте любимые блюда и напитки с максимально выигрышной скидкой от Яндекс.Еды.
Вот это моя школа, 94-я. Здесь я проучился свои 7 классов. Даниил с 1 класса учится очень хорошо в школе. У него была хорошая подготовка к школе 2 года. Он занимался у преподавателя. И в 1 класс Даниил пошел уже со знаниями первоклассника, можно так сказать. У нас кейсеров на самом деле в школе очень много. И даже я таких встречал, там звали поиграть, когда узнавали, что вот столько Элла. Но я в основном отказывал, потому что, нужно все-таки уделять время на тренировки, на фейсит, чем на игры с какими-то типами, от которых я ничего не получу. А в школе пока меня, никто не знает. Но, скорее всего, потому что не знают моего лица, поэтому ничего я не слышал про то, что про меня бы что-то кто-то говорил. Но, может быть, если вдруг там найдут как-нибудь, посмотрят, может быть, кто-то есть фанаты Virtus.pro какие-то, зайдут, посмотрят ролик, такие, нифига, моя школа, этот тип, пойдут там, не знаю, искать меня, но такой шанс маленький довольно. Никто не понимает просто вот этот масштаб, то, что в 13 лет я уже подписал вот контракт не с кем-то, а уже вот с Virtus.pro. Вот даже там и учителя это 100% не поймут, и зачем им это рассказывать. Будет потом какие-то приколы надо мной, вот там игроман, там вот это все. Учитывая, что сейчас какие зарплаты у учителей, наверное, есть мысль такая, то, что я некоторых учителей немного, но больше зарабатываю, то есть в свои 13 лет. Я выбрал формат дневников в TikTok, потому что TikTok — это такая платформа, где сидят, на самом деле, очень-очень много человек. Каждый день вот эту ленту скроллят, поэтому там поймать какой-то фейм шанс большой. Там вот эти короткие ролики люди очень много-много смотрят, среди них есть и кейсеры. Помимо того, что нужно тренироваться, нужно еще развивать свою медийность. Я принял решение это делать в ТикТоке. В комментариях в ТикТоке люди делятся на 3 типа. Первый тип — это которые пишут то, что я батьё, то, что у меня ничего не получится, то, что крип я. Второй тип комментариев, которые верят в меня, которые говорят, что нифига ты жесткий. И третий — это типы, которые пишут всякие странные вещи по типу: блин, вот как у него там получилось, у меня вот не получается, потому что то-то, то-то, то-то. Я понял то, что в КС мне нравится, в КС есть киберспорт, в КС есть команды, эмоции, призовые, турниры, ланы, буткемпы. Мне нравилась эта тема, поэтому я решил, я хочу попасть в киберспортивную команду. И мне выпал взгляд на Virtus.pro. Довольно большая история, то есть это крутая организация, которая там выиграла 2 мажора, поэтому я захотел именно туда. Начал я играть в КС в январе 2023 года. Меня с Counter-Strike познакомил мой бывший лучший друг, с которым мы вместе после школки заходили играть в какие-то стрелялки. И он говорит: о, вот есть крутая стрелялка CSGO, говорю, скачай, у тебя она потянет. Я скачал и понял, все, это мое, я в нее буду рубиться. По девайсу у меня было все скудно, у меня был ноутбук обычный, который папа принес с работы. FPS на нем было 15, около, может быть, 30 иногда выдавало. И вообще играть было невозможно, но я играл, потому что мне нравилось. И вот вышла CS2, и она у меня даже не запускалась. И тогда вот папа предложил, давай я тебе куплю комп, станешь киберспортсменом, и если тебе нравится, то делай, дерзай. С 1 класса он больше начал увлекаться играми, но хотя он спорт тоже не бросал, он спортом всегда занимался. И я нормально к этому относилась, потому что у нас время такое, мы должны идти в ногу со временем. То есть сейчас, если наше поколение, мы выросли на книгах, то поколение моего ребенка, они растут на гаджетах, это нормально. Я бы вообще с кайфом провел день именно с Фламусом. Мне нравится Фламус. Как человек, он очень харизматичный, прикольный, веселый. С ним бы вообще можно было бы с кайфом поболтать. Опыт бы подчеркнул бы у Флита, потому что он играет в коннекторе на Мираже. Я бы у него бы спросил, как ты вот в этой ситуации играешь, как в той, как не откидывать смоуку. Очень бы хотел бы набраться опыта у таких сильных игроков. До увлечениями компьютерами я бы хотела, чтобы Даниил стал юристом, юридическое образование, чтобы он получил, либо банковское дело. Потому что он умеет хорошо считать и умеет хорошо говорить. То есть он и гуманитарий, и математический склад ума у него. То есть он может 2 направления сразу выбрать. Я бы пошел на самом деле, программист, просто потому что люблю компьютеры, всю деятельность, связанную с компьютером. Программирование тоже, это круто, пригодится в будущем.
Про хейт. Думаю, то, что хейтеры есть всегда, несмотря какие у тебя успехи, там, что-то у тебя получается, и, может быть, не получается, они всегда будут тебя как-то пытаться задеть. Вот был я сильвером в матчмейкинге, мне писали, ну ты бот, конечно, у тебя не получится. Вот был я 1500 L, к примеру, тоже писали, ну ты реально бот, у тебя не получится. Когда было 2К L, тоже писали, у тебя не получится, ты нуб. Когда у меня было 2700, тоже пишут, то, что я нуб. Они всегда есть, и в основном они появились из-за того, что у меня какая-то была довольно высокая цель. Когда у меня был всего лишь 5-й сильвер в матчмейкинге, все начали вот это вот писать, и для них это казалось, ну, реально правда, то, что у меня не получится. Но когда даже вот у меня какие-то результаты пошли, я апнул 10 на фейсите, все равно они остались, потому что, не знаю, наверное, скорее всего, потому что есть какая-то зависть, либо я не знаю почему. Очень много таких людей стало в последнее время. Простой школьник, как писали в комментариях, простой 13-летний школьник из Тюмени попал в команду. То есть я прям была горда за своего сына и горжусь ими сейчас. О, ЗП пришла. Первая? Прикольно. Да, первая. Прикольно. Джерси, еще одно. А, это просто капа, и белая у тебя еще есть джерси. Вообще топчик. Вот это имба. Ой, это с брендами даже. Future, Samsung с брендами. Как игрок теперь буду выглядеть. Я теперь в ней все стримы буду делать. За последние 10 лет лучший, наверное, день. В этом году, в марте, мне написал тренер по Future Егор Фамус. Он написал мне: привет, там, можно с тобой поговорить. Я там тренер вот этот VP Future. Можно мы с тобой там созвонимся? Мы пошли в Discord, общались. Я сначала думала, это фейк, розыгрыш какой-то. А потом вот мне написали, то есть уже менеджер скинул контракт, сказал: мы хотим тебя подписать в VP Future. Было 10 марта, тогда я был дома, обычный день, пришел с школы, играл в КС. Он настолько постепенно нас в этот мир посвящал, что у нас полностью доверительные с ним отношения. То есть, если он где-то врет, он говорит: мама, мне пришлось там что-то соврать, что там, допустим, опоздал на урок, что-то еще, но он приходит, об этом мне потом рассказывает. Если были бы у него какие-то сомнения, он бы об этом не сказал. И поэтому у него нет сомнений, у меня тоже нет сомнений, у папы то же самое. Через 5 лет мне будет 18. Я вижу себя в основе Virtus.pro на роли опенфрагера и идущим к выигранному мажору. Для меня успех — это эмоции твоих фанатов, твоих тиммейтов. Когда вы, например, играете сильно потную игру, делаете камбэк с нереального счета на арене, все эмоции, вот эти фанаты там прыгают от радости. Это очень круто на самом деле. Вот это реально успех. Для меня там призовые какие-то зарплаты — это не то. Я потрачу первые призовые, скорее всего, я обновлю себе компьютер, а все остальное дам маме. Пацаны, которые боятся начать что-то делать, как-то действовать, снимать, может быть, где-то видео, стримить. В начале своего пути я был очень слабым игроком, просто в себя верил, тренировался, играл, развивался. Вот, в принципе, и все. Всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальчики вверх, пишите в комментарии. И всем пока! Да, мои подруги знают, восхищаются, потому что у них дети тоже это умеют играть. И оказывается, они в курсе этой всей ситуации, потому что они следят за новостями. И мои подруги и друзья тоже в восторге от всего происходящего. Я вот сейчас в Телеграме им пишу, и они такие: о, молодцы, молодцы, вы звезды. Говорить, вот я там, Даня, Окей, Тинки, мне 13 лет,
Ну и все, и дальше я не знаю, что мне говорить. У тебя уже есть свой контракт в киберспортивной организации. Могу ли я себя называть киберспортсменом или нет? Ой, я друг телезвезды! Это что, хейтер? Это Не, это не хейтер, это просто пацанчик. Здороваемся сейчас с ним. А вы в Roblox играете? Нет. Нет. Я живу в городе Тюмень, учусь в 94-й школе. Вот, в принципе, и она, и все. Здесь провел свое время. Просто не знаю реально, что еще сказать. У меня, кстати, опять отлепилось. Также обувь ставить в ряд. Это прям мой фетиш. Не дай бог, там на коврике там будет обувь как попало стоять. Ну, вот это мой район. Здесь я, в принципе, вырос. Ну, рассказать. Вот это мой район. Здесь я провел всю свою жизнь. Четко, Данил. Четко говорю. А можно не Данил, можно Даня? Даня? Да. Что ж ты молчал? Сейчас только стало как-то неприятно. Стало неприятно. Ну просто да, когда полным Хорошо, именем Даня, называют. Даня, да. Да. Все, тебя все Дани, да, называют?